Приветствую, дорогие друзья! Меня часто в комментариях спрашивают: покажи, расскажи о новом телескопе, как наблюдаешь, как впечатление. Поэтому в этом видео будет обзор той техники, с которой я сейчас работаю. То есть я расскажу, покажу, что и почему и как я выбрал, и какие у меня есть впечатления, какие есть нюансы. Поехали! Сразу скажу, что видео будет длинное, поэтому если вы не успеете его досмотреть, не беда. Добавьте в браузере в избранное или посмотреть позже, если вы зарегистрированы на YouTube. Телескоп системы Шмидта-Кассигрена Целестрон C8A. Почему я при выборе и покупке нового телескопа искал именно такой вариант? Потому что до этого я работал много, так сказать, с телескопчиком, наблюдал Маком, система Максутова-Кассигрена. Мне это очень понравилось. Компактность его, короткая труба, и при этом легко переносить, перевозить, чем длинные трубы. И также получается они длиннофокусные, что дает большие увеличения. Как вы можете заметить, зеркало 203 мм, апертура, то есть диаметр зеркала. Впереди стоит корректирующая пластина, и на ней закреплено здесь вторичное зеркало. Также в этой системе, если я не ошибаюсь, можно свинтить, скрутить вот это вторичное зеркало и сюда устанавливать камеру. Но я так не работал, в принципе, пока этого не планирую. Телескоп на... да, искатель. Искатель это с ним вот шел при покупке. Я телескоп, скажу сразу, покупал БУ, и я уже не первый хозяин, как мне говорили, и не второй даже, наверное. Ну, в общем-то, телескоп я, конечно, все проверил. В общем, все нормально с ним было. Искатель здесь вот родной маленький, и я также, сейчас покажу, привинтил сюда еще вот такую вот штучку и ставлю второй искатель. Объясню почему. Когда ты активно наблюдаешь, и труба телескопа ездит в разные стороны неба, допустим, визуалишь или в поиском занимаешься тех или иных объектов, то периодически может оказываться так, что искатель располагается каким-то не очень удобным образом с одной стороны трубы телескопа относительно того, где ты стоишь. И если есть второй искатель, а у меня он там еще больше по размеру, и, соответственно, в него лучше видно, то это намного удобнее. То есть я работаю с этим телескопом чаще всего с двумя искателями, это мне намного удобнее. Так, он установлен на монтировке, которая является аналогом Skywatcher EQ5. Тренога, вот такие выдвижные ножки, частично. Значит, два противовеса шло в комплекте. Это монтировка Арсенал. Она продается у нас в Украине. На момент покупки телескопа я не один месяц искал и БУ, и новую в магазинах спрашивал, заказывал, просил, умолял и искал EQ5. Но именно Skywatcher, но зимой 2020 года и в начале весны найти не мог. А те варианты, которые появлялись, их или быстро покупали, или что-то было не так. Поэтому взял вот эту. Сказать, доволен или недоволен, как бы сложно пока на данный момент. Но скажу, что здесь с момента покупки уже было несколько легких люфтов, которые, может быть, и было бы несложно от них избавиться, настроить. Но я пока не трогаю, потому что мне пока и в астрофото, и в наблюдениях хватало тех экспозиций, которые удавалось, значит, при съемке выбрать до где-то 16, даже до 30 секунд удавалось. Значит, монтировка модернизирована системой управления EcuStar Pro. Здесь есть, соответственно, вот такой блок, электронный блок управления телескопом, который может управляться с пульта. Здесь можно менять скорости, нажимая эту кнопку, и эти определенным алгоритмом менять скорости наведения телескопа по осям. Кроме того, можно подключить к компьютеру по кабелю USB и управлять с компьютера телескопом. Кроме того, есть порт автогидирования и, что самое важное, Wi-Fi.
И это оказалось для меня невероятно удобным. То есть я управляю часто телескопом и почти всегда и калибрую его по звездам и управляю с помощью смартфона. Тут питание 12 вольт от блока питания и, соответственно, розеточка-переноска. Я пока рассматриваю варианты, как обзавестись и чем блоком питания каким-то, да, или аккумулятором, чтобы не зависеть от сети 220. Вот снизу выходят кабели, идут к двигателям. Двигатели через, как вы можете заметить, ремни вот так управляют, поворачивают телескоп. Если система выключена, можно вручную вот так управлять. То есть можно телескоп, допустим, навести грубо в небе быстро, вот если надо, без настройки, без автокалибровки по звездам там и так далее. Можно быстро телескоп установил, если что-то очень срочно надо понаблюдать, допустим, там Луна, или вы что, опаздываете, затмение, не знаю, МКС пролетает. Ставим телескоп, быстренько визуально на полярную ось грубо навели, отжали винты, навели телескоп на интересующий объект, винт зажали и дальше подстроили вот таким образом более точно и уже включили систему. Она пикнула и все. Уже в этот момент этот движочек крутится, этот нет, потому что он сейчас уже ведет телескоп со скоростью компенсации вращения нашей Земли. Простите за неправильную там терминологию, я стараюсь как можно быстрее изъяснять мысли. Из-за того, как у нас сейчас устроен YouTube, и все спешат скорее с ними видео, все, чтобы быстро очень рассказал. Есть тут такой нюанс. Я не знаю, как в других монтировках. Вот, кстати, это здесь мне не очень нравится. Сейчас я вам покажу. Значит, смотрите. Отжимаю вот этот зажим, поворачиваю. Соответственно, на полярную звезду я имею возможность навестись только если телескоп вот в таком положении. Видите? Здесь открывается окошко. А так поворачиваешь, и все. Уже полярную звезду не видно. У меня, кстати, искателя полюса нет. Сейчас объясню почему. Я не уверен, какой искатель полюса сюда подойдет, чтобы его покупать дистанционно на Алиэкспрессе или в интернет-магазинах, так как монтировка это уже отличается от, в общем-то, от Skywatcher EQ5. Поэтому я пока без искателя полюса, пока озадачен. Если кто подскажет, буду благодарен. То есть вот таким образом навожусь на полярную звезду. Довольно грубо, но, повторюсь, даже в астрофото мне удавалось вот запросто добиваться экспозиций при снимках до 15-30 до 30 секунд. Ну, кто разбирается, я надеюсь, тут вот посмотрит, что-то поймет для себя. Кто не разбирается, я скажу, что в интернете очень подробно уже много есть видеосюжетов, где объясняется, как работать с монтировкой телескопа экваториальной. То есть, как на полярную звезду восстанавливаем монтировку сначала по уровню, на полярную звезду. Здесь есть вот эти винты, тоже как с ними работать. То есть, один отжимаем, второй зажимаем. И таким образом мы ориентируем телескоп по горизонтальной оси и по вертикальной, когда настраиваем его смотреть одной осью на северный небесный полюс, то есть в сторону полярной звезды. То есть выставил по уровню, потом на полярку установил. После этого включаю систему. Если мне надо просто Луну поснимать или какую-то планету, то обычно я не делаю калибровку по звездам. Если мне надо найти что-то интересное, тогда, конечно, сложнее. Тогда, допустим, телескоп, если я переносил, перевозил, то после следующей его установки я делаю выравнивание, так называемое, по одной, второй, по третьей звезде. После этого, то есть задаю эти параметры в программе на смартфоне. После этого телескоп едет сначала к одному объекту, не попадает на него. Я подстраиваю на смартфоне влево, вправо, верхними стрелочками
выравниваю, да, по центру поля зрения. Потом дальше он едет ко второму объекту, к третьему, допустим. И после этого он уже готов находить интересующий объект в небе. Уже выставляешь Уран, и он поворачивается, его находит. Вот такой момент, да, то есть получается, такой телескоп может сам находить интересующий тебя объект в небе, если он сейчас над горизонтом виден. Еще какой момент есть. Долго думал, как закрепить вот эту штуку. Ставил ее здесь, она у меня падала вниз. Кстати, на фотографиях и у многих они распорку эту ставят наоборот, перевернуто, а мне удобно так, потому что сюда очень многое можно положить, и как можно заметить, она вогнута немножко вниз, и соответственно оно не выпадает. Потом мне посоветовали крепить эту штуку изолентой, но это оказалось не так удобно, и изолента на солнце растягиваться может. Кроме того, от нее могут на самой треноге, на деталях оставаться следы. Ну, у меня пока там она осталась. И вот такая штука, которая вот мне с Алиэкспресса пришла вместе с зарядным устройством для крепления проводов. Такая липучка, да, очень удобная штука. Мне еще подсказывали, что подобное продается в туристических магазинах. То есть удобно не только здесь закрепить, но и можно навести порядок в проводах, тоже каким-то образом их закреплять, если у вас телескоп вообще стоит стационарно. В задней части трубы есть так называемый Visual Back. Вот здесь переходник, как вы видите. Здесь есть резьба, на которую, допустим, я могу накрутить большой, у меня есть мид редуктор или редюсер фокуса, который, наоборот, уменьшает фокусное расстояние телескопа и немножко увеличивается поле зрения. Это удобно при съемке или наблюдениях масштабных и протяженных объектов, как туманности, галактики, звездные скопления. Сейчас стоит вот этот Visual Back, который позволяет сюда установить окуляр, камеру. Тут хочу отдельно сказать про диагональные зеркала и призмы, переворачивающие изображения. Многие очень, насколько я знаю и читаю, наблюдают через них постоянно, а они очень часто сильно могут портить качество изображения. Поэтому, если у вас вы недовольны качеством изображения или в принципе постоянно наблюдали с диагональным зеркалом или призмой, то обязательно попробуйте, посмотрите в свой телескоп без. То есть выкручиваете и сюда ставите окуляры, смотрите. Да? То есть это дело удобно в определенных моментах. Например, если вы хотите наблюдать что-то, что в зените, прямо над головой, и тогда ставим вот диагоналку, и удобно смотреть, не выгибая голову. Вот чем я недоволен в этом телескопе на данный момент, в первую очередь, это фокусировочным узлом. То есть вот этот узел фокусировочный при визуальных наблюдениях еще нормально. При астрофото получается очень сложно точно поймать фокус. Буквально чуть-чуть на вот так долю миллиметра, буквально меньше миллиметра сдвигаешь, и уже видишь на экране монитора, что резкость уже изменилась, да, там уже размылось изображение. Я знаю, что сюда ставят электрофокусеры, потому что еще пока ты руками вот так вот фокусируешься, труба дрожит, и изображение на мониторе сильно трясется. Поэтому я пока не обзавелся электрофокусером для такого телескопа. Пока что мучаюсь, скажем так. То есть, если кто не знает, есть на телескопах такие системы, когда ты фокусируешь сначала одной ручкой, грубо говоря, грубая фокусировка, а потом другой ручкой более тонко подстраиваешь, то есть разная скорость вращения этих ручек, вот скажем так, простыми словами. Повторюсь, про фото-видеосъемку через телескоп я запишу отдельное видео, потому что это тоже очень обширная тема. В двух словах скажу, что вот ставлю, допустим, вот так камеру, с нее шнурок в ноутбук и ложу рядом смартфон, которым управляю телескопом вот таким образом, а другой рукой управляю ноутбуком и делаю фото-видеосъемку. Для того, чтобы было комфортно работать с камерой, USB 2, USB 3 минимум и
ноутбук, значит, это у меня уже старенькая модель X250 Lenovo ThinkPad, i7 процессор с SSD-шкой, что позволяет записывать ролики в не сжатом uncompressed формате. Вот, то есть такой вот момент. Но это тоже отдельный разговор. Просто, так сказать, делюсь информацией, к чему я пришел. До этого, кстати, я специально брал маленький, это, по-моему, 10, 11 или 12 дюймов, я уж не помню, монитор. Брал маленький легкий ноутбук по той причине, что возить с собой здоровенный у меня есть, там 17-дюймовый, допустим, да, это очень неудобно. Поэтому рекомендую, если будете отдельно выбирать для наблюдений, это, конечно, все индивидуально, но я рекомендую маленький ноутбук. А многие астрокамеры сейчас уже вообще умеют снимать в смартфон. Уже буквально в первые же недели наблюдений после приобретения этого телескопа ранней весной столкнулся с тем, что ночью выпадала роса и запотевал корректор впереди стеклянный на телескопе, что делает невозможным дальнейшее наблюдение, а протирать тряпкой, сразу скажу, это делать нельзя. Нужен фен для того, чтобы высушивать, или есть еще система обогрев телескопа, чтобы не было этого дела. Но я поступил по-своему, но это не я придумал. Я забежал в супермаркет, купил вот такую штуку, как вы можете заметить. Не помню точно, как она называется, на строительных рядах. Уже спасает. Но все же бывает даже с этим. Если телескоп смотрит куда-то близко к зениту, то есть вертикально вверх, то все равно может роса выпадать и может запотевать телескоп. Поэтому дополнительно также прикупил самый дешевый фен, примерно там за 200 гривен. Вот, или можете там купить какой-то старый БУ, там какой-то древний советский. Ну, в общем, смысл в том, чтобы просушить сам телескоп. И, кстати говоря, очень сильно роса выпадает и на сам ноутбук. Многие с этим борются, делают вот такие вот коробочки с картона, или даже иногда, как я видел у многих, такие прям выглядят как заводского производства. Но я пока, так сказать, запотевает очень сильно и покрывается росой очень сильно, и может быть ночью весь мокрый и ноутбук. Поэтому тут разные варианты. Можно ставить картонную коробку вот так, где одной нет отверстия. Можно сюда просто вот так вот козырек делать. То есть разные варианты. Я видел когда-то что-то подобное и в продаже. Ну или, как у многих наблюдал, периодически ночью просто там раз в час-два, может быть даже реже, тоже сам ноутбук просушить феном. То есть вот такие вот нюансы, такие проблемы возникают. Еще хотел сказать, что после приобретения монтировки новой, да, скажем так, многие места были абсолютно не смазаны. То есть винты на сухую вот здесь вкручивались и довольно так грубо ходили. И я их смазал. Они стали более аккуратно, плавно двигаться. Я читал у многих, что проблема бывает вот здесь съедается резьба. Вот, поэтому будьте осторожны. Особенно многие говорят, когда настраивают на полярную ось с телескопом, с противовесом, то есть под нагрузкой. Вот здесь может срезаться со временем резьба. Существуют различные чехлы для телескопов, специальные кейсы. Ну а я выбрал, как мне удобнее, сумку специально по размерам, по габаритам трубы подобрал. Эта сумка как чемодан на колесиках с выдвижной ручкой. И также есть у нее вот такие ручки, что удобно при переноске, перевозке телескопа. Причем сама сумка довольно крепкая. Вот, и в нее легли, как вы можете заметить, вот эти поролоновые или пенопластовый какой-то материал из родной коробки, в которой был телескоп. Соответственно, он здесь лежит, и чтобы его ударить со стороны довольно сложно. Вот это такой момент. Кроме того, есть еще немножко места, что можно легкое здесь разместить. Иногда коробочки с окулярами
Маска у меня здесь Бахтинова. Вот, кстати, которая сделана вот так из картона. И вот так изолентой на телескоп ставится, снимается. Но это вариант, так сказать, я первый сделал, с ним работаю, но можно сделать и лучше, конечно же. Вот. И я доволен, мне удобно. Единственное, в этой модели здесь на краях иногда змейка расходится. Но это такой нюанс. А в общем, я именно таким вариантом переноски-перевозки телескопа очень доволен. Ну вот, и это еще не все. Сейчас еще надо посмотреть юстировку, как телескоп доехал. Проехал 50 километров по нашим плохим дорогам. На полярную звезду, собственно, навестись. И дальше настроить систему GoTo. Сейчас 11 вечера, подготовился снимать Луну, но при еще небольшой высоте над горизонтом турбуленция, конечно, рефракция, вызвана турбулентностью, очень сильная. Для более лучшей картинки придется подождать, чтобы Луна поднялась выше в небо. С промежутком в час, наверное, буду подходить к телескопу, посматривать на изображение. Смотрите, кто к нам пришел на обзор телескопа. Не убегай, малыш. Не просто ежик, а малыш. А в следующих видео я хотел бы поделиться с вами, как я работаю с телескопом именно в момент астрофото, астровидеосъемки планет, далекого космоса. Так что подписывайтесь на новые видео, если еще не подписаны на канале. Поддержите, если было интересно. Пишите свои вопросы, делитесь опытом, общайтесь. Призываю всех к культурному общению в комментариях. Удачи, ясного неба!